Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. Я вышла с вами на связь, потому что вышел комплект комнатные растения. Я не смогла помолчать насчет этого дела. Решила с вами поделиться, поболтать немножко и показать квартирку, которую построила, конечно же, для любителя комнатных растений. Я не смогла это все пропустить. Так вот, нас наконец-то порадовали таким, знаете, монокомплектом, я могу сказать. Хотя прошлые тоже были монокомплекты, которые по поводу одежды. Мне вот нравится эта тенденция, то есть добавляют отдельно одежду, теперь добавляют отдельно цветочки. Мне кажется, в этом есть очень большой смысл, потому что такое, знаете, точечное, но очень качественное вкрапление, а не распыление на кучу предметов. Хотя, в принципе, лофт мне нравится, но мне маловато было предметов. Хотелось немножечко побольше, но и те, которые есть, они, в принципе, неплохие. Вот. Но в этот раз нас порадовали именно комнатными растениями, и именно этот комплект я ждала, если честно, больше всего. Я прям считала дни и часы до того момента, как он наконец-то появится, потому что мне этого сильно не хватало. Я, в принципе, люблю очень много растений, я не терплю там пустые стены, пустые углы, я все время там ставлю какие-то горшочки, что-то постоянно, в общем, заставляю все. При том, что в жизни я этого не особо люблю, но для своих симсов я регулярно этим занимаюсь, собственно говоря. Так вот, вышло это дополнение, и я вот решила прям на практике посмотреть, что там у нас есть. Я чуть-чуть посмотрела до этого всего процесса, но в основном я, конечно, фильтровала растения, когда уже строила свою квартиру, не нашу, свою квартиру. Вот. И что я могу сказать? Такое первое впечатление, конечно, потрясающее. С одной стороны, конечно, маловато всего. Мне кажется, как-то можно было бы и больше. Но, вы знаете, за счет количества цветов, мне кажется, это как-то компенсируется. Я заметила, что они стали вот эти цвета менять не только самих предметов. Ну, то есть там, если у вас полочка с содержимым, например, то раньше менялся только цвет полки, сейчас же меняется и цвет содержимого. То же самое с цветочными горшками, то есть, цветок в горшке. И получается, когда вы меняете его цвет, меняется не только горшок, но и сам цветок. И за счет этого разнообразие достаточно большое. То есть вот этот маленький цветочек, который у нас там есть, он там во многих вариациях, да и другие, в принципе, цветы, достаточно сильно меняются за счет смены его цвета, и за счет этого, повторюсь, вариация более-менее какая-то есть. Но за счет того, что это комплект, конечно, да, супер много всего нету, но, в принципе, очень даже неплохо. Я надеюсь, что я все-таки дождусь какого-то комплекта для ванной, каких-то вещей, потому что именно для ванны мне, честно, очень не хватает, я уже неоднократно об этом говорила. Мне кажется, что ванную постоянно обделяют, хотя у нас был день спа, и там что-то добавилось, цвета добавились, а именно предметов у нас не добавилось. Вот. Я хочу прям вот зубные щеточки, какие-то полочки, какие-то мыльца, что-то вот такое мне прям очень сильно не хватает. По поводу комплекта. Еще раз повторюсь, маловато, но в принципе вот эта цветовая гамма интересная. Классно, что добавили светильники. Это вообще было для меня неожиданным. То есть я как бы ожидала, что будут какие-то полочки с растениями, вот эти вот типа шторки мы уже видели там в слитых картинках, какие-то подвесные штуки. Кстати, я думала, честно, подвесных штук будет больше, а там всего одна штука. И, она хорошо комбинируется с тем горшком, который у нас был из сверхъестественного. Они красивенько смотрятся вместе, что я, собственно говоря, и дополняла в своей квартире. Вот. В общем, как-то казалось всего так много по картинкам, которые нам вот впрыскивали нам по чуть-чуть, разогревая наш интерес. Но по факту не так уж много, но вполне. Самое большое мое честное разочарование этого всего
от полочки, которая такая маленькая единичная полочка с маленькими горшочками, мне она настолько нравится, она просто потрясающая, но она похожа для внешнего использования, из-за этого как бы у нее проблемы с тенью. Ну, то есть, вы знаете, есть же часть украшений, часть венков, которые как бы предполагается, что они на улице будут расположены, то есть с наружной части дома, и когда вы их пытаетесь разместить внутри, то они темные становятся. И вот то же самое происходит с этими полками, хотя они явно для дома. Они, конечно, могут и снаружи быть, но мне кажется, что в доме они гораздо лучше смотрятся. Я, конечно, их добавила, но кое-где они такие прям реально темные, как будто у них там выключили свет персонально для них. И для вот этих подвесных тоже там еще единичный горшок, он тоже иногда уходит в такую странную тень. Мне кажется, это, ну, так, не очень, если честно. Неприятно, потому что они классные, их хочется там вешать, ставить, и это выглядит прекрасно. Они тоже за счет количества цветов, они такие разные, интересные, фактурные, и вообще, ну, как бы, мне очень нравится. Вот, но за счет этой тени они, конечно, портят все это дело. Хотя в реальной жизни, ну вот когда вы жизнь запускаете, как-то оно немножечко корректируется. То есть оно как-то сглаживается, это все дело. Вот, но ну, несмотря на все это, вот эта полка стала, конечно, моим фаворитом, которая единичная. Еще у нас настенное украшение с кучей. Это не полочки, а такие как резервуары для растений, то есть типа а-ля горшочки такие вот настенные. Если честно, что-то мне захотелось даже такие в жизни приобрести. Я не знаю, они вообще есть в продаже, но, наверное, есть, они же как-то вдохновлялись этим делом. Вот. Ну, выглядит это тоже очень круто, очень интересно, и, повторюсь, за счет цветов тоже достаточно все интересно и по-разному выглядит. То есть там, в принципе, даже если вы возьмете черный, то оно будет не черным, оно будет таким разным, интересным, фактурным. Ну, короче, очень-очень круто. Вот. Напольных несколько штук, но тут вариаций немножко меньше. Ну, то есть, если такие небольшие растения, у них много классных цветов, их много... Ну, не то, что много видов, но парочку видов, и вы можете их там уменьшать, увеличивать, за счет этого еще увеличить количество вариаций, которые возможны. А вот напольные, ну, их там всего парочку, и, ну, так, неплохо, но могли бы лучше, честно. Могло быть немножечко поинтереснее. Кстати, сразу хочу сказать, на этой кухне нету холодильника, я это обнаружила только на монтаже. Я не знаю, что со мной происходит, но почему-то в моих домах регулярно страдают кухни. Хоть пиши себе список того, что нужно обязательно на кухне, и вешай перед глазами, потому что я не знаю почему, но регулярно я забываю что-то на кухне. То плиту, то раковину, то вот холодильник. Ну, холодильник я чаще всего забываю, потому что я часто строю, ну, точнее, обустраиваю с функции, где, ну, когда по комнатам разбиты предметы, я как бы там вот все это делаю, и там же есть холодильники, ну, проверь ты, просто взгляни один раз, и ты все поймешь. Но нет, я почему-то этого не делаю, и, повторюсь, я это, к сожалению, обнаружила уже на монтаже, и исправить это, в принципе, ну, можно было бы вернуться, но уже очень сильно не хотелось, честно. Я думаю, если захотите повторить эту квартиру, то, в общем, я думаю, вы где-нибудь найдете местечко, там достаточно большая кухня. А еще, кстати, я стала выкладывать частенько планы своих квартир на Пинтересте. Можете заходить, я оставлю ссылку внизу для того, чтобы, если вы, ну, короче, если вы захотите повторить, там есть план, там есть подробные фотки в основном, есть ссылки на видео, если вот вам нужно будет, короче, заходите. Я там стараюсь обновлять все это дело. Не всегда я это делаю очень часто, но стараюсь все-таки поддерживать частоту выкладок. Вот. И, кстати, вот эти планы, как раз-таки квартиры, одни из самых популярных у меня там пинов, их регулярно сохраняют, и с них регулярно переходят на видео, что мне приятно, так что вы можете присоединиться. Так вот, продолжая про комплект.
могу сказать, что, ну, конечно, в целом я в восторге. Не знаю, я говорила это или нет, я еще раз скажу, потому что я люблю. Вот любое количество предметов, которые нам добавляют, я всегда очень за. Я всегда это люблю, потому что это повышает разнообразие. Даже если предметы странные, вы в итоге сможете их применить, потому что разные бывают постройки, особенно если такие, как я, делаете регулярно какие-то заброшки, какие-то странные такие строения со странным назначением. Вот для меня всякие такие штуки очень даже кстати, потому что, например, многие ругались на Бату, ну вот, что там какие-то странные предметы добавили, а я для заброшек идеально. То есть я радуюсь этому дополнению, потому что одежда классная такая для всяких сбежавших подростков, еще чего-то такого. В общем, я всегда найду применение. То есть любое ну, вот, повышение разнообразия в предметах, это уже как бы хорошо. А тут еще комнатные растения, то, чего, в принципе, сколько бы ни было, все равно не хватает. То есть это вот тот случай, мне кажется, с украшениями работает то, что вот чем больше, тем лучше. Вот максимально больше, максимально лучше. То есть здесь какого-то потолка нету, потому что унитазы, да, ну там периодически они что-то вкидывают нам. Хотя, по-моему, последний унитаз был у нас аж с компактной жизнью. Это уже, получается, год назад. Кошмар какой. Сколько времени утекло с тех пор. Ванны нам добавляют, нам чаще кухни добавляют, и, мне кажется, кровати. Вот, это, мне кажется, самое такое частое добавление предметов. А вот каких-то таких украшений, ну, по чуть-чуть добавляют, но здесь нам прям добавили, так добавили. Вот. И, кстати, по поводу, в принципе, жителей этой квартиры, предполагается, что здесь живет мама или пара, не знаю, которые очень любят комнатные растения, и 2 детей, их, скорее всего, девочки, потому что такая комната. Ну, конечно, мальчики там могут жить, но, мне кажется, девочкам там будет покомфортнее. Ну, может быть, там один ребенок уже подросток, другой школьник, то есть не тоддлеры, а именно уже такие достаточно взрослые детки. Конфетки. И это, кстати, одна из моих любимых квартир. Я, конечно же, сюда пришла, потому что еще до этого я строила здесь квартиру любительницы цветов. То же самое было. Но тогда вышел комплект с какими-то нитками, я забыла. Веселые или какие они там... веселые, ну, короче, какие-то, когда у нас вязание пришло, и когда пришли вот эти вот потолочные эти растения, я тогда тут тоже их навешала, я тут их чуть-чуть добавила, я старалась сильно не перекрещивать все эти комплекты, наборы и все прочее. Я тут немножко добавила. В основном, конечно, из нового набора. Вот, я тогда тоже очень сильно оторвалась на этом деле, потому что, да, у нас наконец-то добавились потолочные горшки, которых очень сильно не хватало. Особенно они хорошо смотрятся, конечно, вот на таких высоких потолках, когда есть пространство, когда вы можете кучу туда налепить, и они как бы не будут мешать, и они будут только дополнять, в принципе, пространство, потому что пространства много, его как-то нужно заполнять. Но лично я все время его заполняю, потому что мне все время голо очень все это дело. То есть я регулярно вот с всякими украшениями, теперь у меня еще и цветами будет все заставлено, ну, в смысле, не заставлено, как раз завешено. Вот, поэтому мне все время хочется это все заполнить. Зачем, я не понимаю, потому что, в принципе, и без этого нормально, но я вот такой сумасшедший человек, который не может вовремя остановиться. Вот. В общем, свое мнение о комплекте я высказала. Мне безумно нравится. Я безумно рада, что они стали выпускать монокомплекты. Это очень крутая идея, мне кажется, потому что до этого все-таки такие были более привычные, знаете, сценарий. То есть, ну, там, что у нас было в лофте, дверка, там еще что-то. А хотя и до этого было тоже одежда же была в 80-х. Ну ладно, может я ошибаюсь, что они по старому сценарию сначала пошли, а сейчас поняли, что можно такие монокомплекты выпускать, и они будут достаточно успешными.
Но мне кажется, они будут достаточно успешными и достаточно крутыми. И вообще, это крутая затея с этими комплектами. Мне кажется, это очень круто. То есть не ждать большого дополнения, потому что все-таки оно долго делается. Это все-таки не 5 минут, это гораздо дольше разрабатывать. В любом случае, мы же все время ждем какой-то новый функционал, какое-то новое, ну, больше всего от дополнения, конечно же, мы ждем, что очевидно. Вот. Ждать приходится долго, а вот такими вот маленькими комплектиками, наборчиками, всем, чем нас тут начали подкармливать, это прекрасно, потому что они чаще, они легче, да, меньше продуктов, но все равно какое-то разнообразие, какое-то дополнение, что-то расширение того, что уже есть, это уже круто на самом деле. И, кстати, дополнений у нас и не будет в этом году уже все, нам сказали, типа, сельская жизнь, так сельская жизнь, наслаждайтесь. Вот, у меня там тоже мой, кто он там, челлендж с выживанием на ферме немножко подзашел в тупик, что-то как-то я не знаю. Как только у меня пропадают идеи, все, я не могу ничего делать. Там будет одна грандиозная серия, уже записанная скоро, завтра или послезавтра выйдет. Вот. А потом что-то как-то я немножко подпросела с идеями. Ну, надо, короче, ждать, пока придет идея, потому что без идеи снимать очень неблагодарное дело. Вот. Так что наслаждайтесь новым дополнением, комплектом, точнее, комплект. Обставляйте свои квартиры, подписывайтесь на мой Pinterest, я там все выкладываю, если вам интересно. Вот. Ну и подписывайтесь на этот канал, здесь много чего интересного. Подписывайтесь, ставьте лайк и приятного просмотра.